Раз, два, три. Итак, добрый день. Добро пожаловать. Все, кто сейчас смотрит этот видос, вы на канале Драйвера. Хотелось показать что-нибудь необычное. Если честно, я после работы сейчас выехал. После работы. Я уже много когда ездил, но начало это все повторяться. Я не выезжаю за пределы. Вот сейчас я прям выехал за пределы дома и хотел вам показать кое-что, чего нет у нас в городе. Это вот товарищи стоят, вот эти вот куклы. Я вот сейчас увидел таких, вон бабуська сидит. Надо будет посмотреть в истории, с чем это связано, вот эти куклы. То есть там есть толпа в начале перекрестка. Сейчас надо будет развернуться, я вам покажу. Вот, короче, тоже стоит. Вот тоже стоит бабулька с собакой. То есть по всему городу вот такие статуи. Блин, я напугался первый раз, когда заехал. Думаю, что за дела такие. Так, ну сейчас. Вот тоже стоит человек такой же. Так, Маркплац. Я вот чисто заехал, а там еще парочка стоит. Заехал чисто в центр. Именно старый город, вот она, брусчатка, вот это вот камни, на которых еще гоняли, на карете когда-то ездили. Вот старый еще карниз есть такой. Вот здесь много, когда вот говорят Альтштадт, это переводится дословно старый город, много можно чего старинного встретить. В этом городе, где мы сейчас находимся, специально я приехал сюда, чтобы показать вам именно такое что-то вот старенькое, да. Прям угадал. Я здесь 12 лет назад ездил на фуре, забирал вещи, продукты, когда ездил на грузовике за рулем. И что получается? Видел такие вот куклы, там статуи были. Ну и вот сейчас с работы вышел, думаю, надо что-то вам показать такое, что я еще вообще на канале не показывал. То есть абсолютно такое, что-то свежее, какое-то свежее. Вот, пожалуйста, вам вот стоят хлор, короче, я вот сейчас здесь стану, монашки, вот так вот здесь в тенек заеду. Так, смотри. Вот вам, пожалуйста, церковь большая, очень старая. И, конечно, сейчас отсюда 1798 года по 1876. Короче, это очень древняя. И, мне кажется, она еще старше. Как она выглядит, эта церковь. Пасторы, монашки, все дела. Тут статуя там стоит. Информация про что это. Вот, то есть, вот эта деревня связана. Очень много таких исторических каких-то событий. Здесь вот прям движ. Вот старый тоже дом. Очень. Тут очень много городов. 1800-х годов построек еще. Городов, говорю, домов, которые строились в 1800-х и так далее. Ну, церковь. Обычно сверху где-то написано. Но я в интернете посмотрю, обязательно вам напишу. Аегидиус, какой-то там Агидиус. Очень старая церковь. Ё-моё, ну тут реально вот старый город, вот здание, пожалуйста, да. Вот прямо перед вами, прямо напротив здания, внизу кафешка. Сверху, может кто-то живет, может быть рабочие переодеваются в кафешке. Но там вон какой-то мостик есть, сидят. Надо, блин, я теперь уже не буду припарковываться, мы зимой сюда приедем. Блин, я вот хотел показать вот эти вот статуи, другие там еще есть. Просто мне надо было вот так вот объехать, вот этот вот. Короче, получается такой круг с односторонним движением. Вот еще бабуська стоит. И вот таких статуй здесь, вон еще дедок стоит. Вот повара, чтобы сразу видели, здесь кондитеры вон. Покушать можно. Надо сейчас, я реально посмотрю в интернете, с чем это связано вообще, вот эти вот статуи, история. Вот еще дедок стоит. Я на перекресток подъезжаю, когда вот к центру, к старому городу подъезжать начал. Подъезжаю, короче, к перекрестку, а там их толпа стоит, целый хор, стрелки, певцы. Ё-моё, что такое, блин, ну... Вот это вот именно то, что каждый день ты не встретишь. Вот этим этот город и отличается от многих других городков в Германии. Вон целая толпа сидит. Как раз таки вот это есть эти стрелки. Не ворошиловские, специальные стрелки, которые там, да, специально они ходят, собираются, у них там тусовка своя, короче. Есть такая, называется, шюцен, стрелки. Вот еще, кстати, такая же толпа, вот бабуськи, дедуськи, здесь танцевальная школа, и да, и там сзади школа как раз таки. Вот, то есть
по вот этим статуям можно понять, что вот здесь рядом находится, там школа, ресторан, там, или там, где сидела вот она возле собака стояла возле нее, колбасу выпрашивал. То есть там колбасу продавали, там, да, другой стал с поварешками, повар. Ресторан, короче. И вот такие вот все намеки. Очень прикольно, интересно. Надо будет узнать, что к чему и почему. И обязательно в описании поставлю историю вот этих вот фигур. Мне как интересно вот прям показать вам. Ну еще и самому интересно некоторые вещи, потому что когда я вам показываю, некоторые вещи сам узнаешь попервой. Бывает такое тоже, да. Но, как я обещал, путешествий будет больше, их уже больше. Специально вот все лето записываю. У нас в этом году прям мотосезон офигенный. Вот на букву прям не офигенный, а офигенный. Потому что солнечных дней прям валом. Да, есть, конечно, там минусы, там кто-то нам ноет, ему дождя нету, блин. Говорю, ну вы извините, ребята, вы 3 года назад ныли, вам солнца не хватало, все гнило, сырость. Теперь эти же люди ноют, что им дождя не хватает, сухо все. Но как бы ни было, уже утром температура падает, уже прохладненько. Что еще? Ну и все, вот как вот так вот. Вот так вот и живем. Как вы видите, не знаю, на камеру видно, нет? Уже начинают местами там где-то деревья осыпаться, листва. Это что-то ученики. Мама мия. Уже асфальт поплыл, старенькое, все такое, блин. Ну реально, могло быть бы и лучше. Ну, здесь очень тоже там понарыли, что-то здесь понарыли. Я говорю, я вспомнил, что были вот эти вот статуи, давайте их назовем так. Спереди где-то в автомобиле чувак курит с открытым окном, все на меня дует, прям аж чувствуется, очень. Нос хорошо теперь уже очистился, когда вот никотином нос залипший, не так воспринимаешь. И сейчас прям сильно воспринимается все. Здесь когда-то я по городу ездил на фуре. Ну, не по всему городу прям, а в определенные места, и так вот пересекаешься, едешь, сейчас вот пересекаешь дорогу, и некоторые старые улицы вспоминаешь, узнаешь. Много где поставили, как у нас, 30, все, не лихачьте. Иногда, конечно, это и правильно. Вот велосипедистов стало намного больше на дороге находиться. Это на любителя, честно. То есть я не за это, потому что некоторые прям перегибают палку, и если им сказали можно, то прям они у тебя перед носом шалтай-болтай делают. Вот здесь уже едем, вон уже листья падают, все, листва осыпается, ну вот осень начинается, как говорят, золотая осень. Здесь вот прям реально золотая осень в этом году пока. Take it to the next level. 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 Level, 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 И вот такие штучки еще хотел показать вам, вот, которые вот я в Байерне встречал очень часто, в Баварии. Вот у нас, пожалуйста, вот здесь такие есть домики. Анна 1906. То есть это больше 100 лет уже штучка это стоит. Помолиться, вон свечку поставить тут вон. Вот такая, вот такие вот мемориальчики стоят. Частенько встречаешь. Поехали. В этом году я больше ездил еще и, кстати, вот больше передвигался один. Там что-то Лехе некогда, потом он не ездит. Андрей, ну, с Андрюхой постоянно не сходится. Макс тоже, он в работе весь, то я был в работе, потом отпуска начались. И вот так вот весь сезон, короче, пролетел куда-то непонятно.
Так, кольцо. Вот кольцо это, конечно, вот хорошо придумали. Вот без светофора, без электричества, вот это вот все. И в кольце еще можно вот так вот наклонять мотоцикл. Наклонять. Давай, едь. Проспала, она за мной ехала, блин, кукушка. Да ну тебе баню. Поедем в сторону в эту опять. Что у нас там? Автобан. Да, вот автобан, я по нему ехал. Теперь вот я проехал сверху по мосту через автобан. Раньше, когда были пробки, вот здесь на магистрали, я вот здесь через мост, через лес проезжал там. Так, ну что, вон нам байкера навстречу. Раз, два, три. Вот поехал такой же, как у меня, даже еще и с кофрами. И все товарищи из Англии, из Голландии. Желтые номера. Поеду через колхозы как-нибудь в сторону дома уже, потому что что-то это, когда после работы уже все, уже не то. Ну и вот заряжал вчера аккумулятор, я думаю, ну как там бы ни было, сколько аккумулятор сейчас на камере протянет, позаписываем такой контент. Все равно я могу сразу сказать, то есть записываю. Я уже когда говорил, записываю часика полтора-два, остается минут 25-30. Реально, потому что каждый проеденный метр показывать вам, то есть 2 часа просто видос заливать, где я вот так вот еду, я бывает полчаса ничего не говорю, бывает полчаса рот не закрывается. Так что каждый вот такую запись нужно обязательно в монтаж там монтировать, что-то вырезать, что-то где-то даже можно и добавить. Да, конечно, еще красный светофор сейчас, конечно, красота. Хотел еще, кстати, заскочить на автосалон. И вот любитель следить за ценами на автомобили, куда они растут. Сейчас по пути будет автосалон. Нужно заехать, вообще посмотреть, чего там, как там, почему там. Потому что много кто говорили с этим ковидом, там проблемы начались, потом где-то продукция на заводе стояла, и теперь получилось так, что подержанные машины в цене подзамерзли чуть-чуть. Ну, конечно, продавцам это на руку. Только кто покупать хочет автомобиль, другой себе, ему это не на руку. Он, конечно же, попадает, потому что раньше как бы было так, ты машину купил, 2-3 года проходит, у тебя прям неплохо цена падает вниз. Сейчас через автобан чуть-чуть проедемся. О, зеленый. Потом съедем. Ля-ля-ля-ля-ля. Вот пятница, движуха серьезно, видно. Сейчас еще фуры едут пока. О, даже фуре пришлось подвинуться. Вот вам автобан немецкий. Ну скукотища. Там где-то стучит. Там колесо стучит. У него скоро, наверное, колесо бабахнет. Надо его обгонять. Straight from the top, and I'm hating the slack. Couple man slide around like they hate in the gaff. Please stop talking that trash, cause the vibes in the front all the way to the back.
один по знакам едет, и все, сразу же пробка. Обалдеть. Потому что большинство людей привыкли ехать чуть быстрее. Как только один начинает правила соблюдать, все. Мои уши горят, потому что его все сзади едущие автомобили воспоминают его добрым словом. Говорит, ах ты какой молодец, молодец, говорит. Молодец на букву М. Какой, говорит, молодец. Да. Есть какая-то усталость, есть. Еду, короче, сейчас вот круг почета и домой, все. Мне как раз вот полчаса, я вот сейчас думаю, прокачусь чуть-чуть, еще чуть-чуть. В каждой деревне вот так вот церковь минимум одна, а то еще и две, но одна точно есть. Когда я по Баварии ехал, так там вообще что творилось. Там, здесь, везде там. Здесь вот, кстати, на вот этой парковке справа здесь частенько полиция тусуется. Когда ты резко выезжаешь из-за дома не пристегнутый, у тебя уже шансов нет успеть пристегнуться. А они стоят, тебя ждут здесь, а потом быстренько за тобой ныряют и штрафуют. Домой. Даже не смей. Вот уже знаки поставили, будут скоро закрывать, здесь будет скоро пьянка. Когда пьянка будет, а улица, где сейчас такое проезжал, ее закрывают полностью. И вот они из-за этого уже приготовились. Знаки поставили, потом их вытащат с середины дороги, закроют и будут бухать, пьяные по улице ходить. Вот сейчас солнышко спряталось, даже приятнее становится. Там вот солнышко что-то пригрело. Я, конечно, любитель солнца, но вот когда ты вот в одежде мото вот этих всех ламот, ну, этих куртки, что-то я подварился, реально. Сейчас вот прохладненько стало, прям по кайфу. Свадьба. Ну, в автобусе еще в масках сидят. Крутят, вертят, как хотят. Лишь бы человека поставить. О! Красный. Тоже он прямо перед вами, там дальше чуть постройка еще старая. Скоро у нас достроят больницу там новую. Начали в том году, уже прям вообще всю зиму бам-бам-бам. Молодцы, могут. Вокзал чуть реставрировали, но он тоже старенький. Я уже его показывал, в принципе. Но я хотел сейчас показать вам там в районе за вокзалом. Там еще есть парочку зданий, которые прям... Ну давай быстрее. Вот
здесь уже фасада вот все древнейшее. Хрен знает, сколько этому всему лет, если честно. Я не в курсе. Вот это вообще класс. Вот справа. О, шикардос. Вот это все новое поставили пару лет назад. Еще пустырь был. Лампочки или что-то такое, светильники. Ну что-то в этом роде. Вот. Слева вот. Окна уже повыбивали. Снизу заколотили вон. Пусто. Вон. Обалдеть. Вот тут уже забор стоит. Тут пару лет назад еще забора не было. Там лазили кто хотел. И вот такая вот хрень получилась. Что сейчас? Видишь, он повыбивали. Там, наверное, бомжара зажигают ночью. А что делать? Так. Ну вот, такой вот денек. Взял вас сегодня вот так вот на чуть-чуть с собой. Прокатились вместе. Потусили. Через заправку проскочим быстренько. Нельзя, по идее, но мы сделаем. У меня перед носом красный светофор стал.